Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала, уважаемые коллеги и все, кто интересуется справедливостью и защитой прав человека в нашей стране. Я имею в виду Украину. Это Валерий Табаков, юрист с многолетним опытом работы в сфере права. Сегодня я хочу обратиться с важной информацией по поводу недавних событий вокруг дела Ирины Фарион, Вячеслава Зинченко, известного как Славик, который находится в СИЗО по обвинению в причастности к трагедии, к убийству Ирины Фарион. Мои слова сейчас в этом видео – это ответ на необоснованную критику и клевету в мой адрес, которая прозвучала в эфире Татьяны Мусихиной. Она себя позиционирует как руководитель группы поддержки Зинченко. Эта клевета и критика необоснованная прозвучала в проведенном ею эфире в ТикТок совместно с участницей ее группы под ником Дарт Вейдер. Я, друзья, не буду опускаться до уровня личных оскорблений, как это делалось в том эфире, а сосредоточусь на фактах для того, чтобы расставить все точки над «и», как говорят англичане, и внести ясность. Давайте вначале разберемся с тем, что я говорил в своих предыдущих эфирах о Федоре Зинченко, отце Вячеслава Зинченко. Я, когда освещал вопрос о связи террористического акта во Львове 22 февраля 2026 года с делом об убийстве Ирины Фарион, предполагал, основываясь на доступной на тот момент информации, что Федор Зинченко, отец Вячеслава, служит на Харьковском направлении вместе с 3-й отдельной штурмовой бригадой. Это было связано с моими размышлениями о возможной вербовке 18-летней соучастницы теракта во Львове, которая, по данным следствия, совершила звонок именно из Харьковской области для того, чтобы вызвать полицейских на место теракта. Я связывал это в контексте потенциальных мотивов и обстоятельств дела. Однако после дополнительной проверки и уточнения фактов выяснилось, что 3-я штурмовая бригада недавно передислоцировалась на Харьковское направление, а Федор Зинченко, отец Вячеслава, на самом деле служил и продолжает служить на Покровском направлении. Однако на Покровском направлении до недавнего времени базировалась 3-я штурмовая бригада, так что они пересекались. Федор Зинченко и 3-я штурмовая. Однако я признаю свою неточность в предыдущих заявлениях о том, что Федор Зинченко служит на Харьковском направлении. Нет, Покровское направление, и именно на Покровском он мог пересекаться с 3-й штурмовой. А сейчас 3-я штурмовая на Харьковском. Я признаю свою неточность как юрист, и поскольку я всегда стремлюсь к точности. И если информация обновляется, я ее готов корректировать публично. Это не ложь, как меня в этом обвиняет Мусихина, а рабочий процесс анализа и динамичной ситуации войны, где детали военных перемещений не всегда доступны сразу. Важно отметить, что отчеты о боевых действиях, такие как от Института изучения войны, подтверждают активность бригады в Покровском секторе еще в начале 2026 года с последующими изменениями. Мои выводы в том видео
вы увидите ссылку в подсказке этого эфира, были гипотетическими. Они были основаны на открытых источниках и не предназначались для дезинформации. А теперь переходим дальше, к следующей порции клеветы. Условия содержания Вячеслава в СИЗО. В моих эфирах я ссылался на данные о температуре в камере до 7 градусов Цельсия, что значительно ниже нормы, по стандартам украинского законодательства и рекомендациям международных организаций, таких как Европейский комитет по предотвращению пыток. Температура в местах лишения свободы должна быть комфортной, не ниже 18 градусов, чтобы избежать угрозы здоровью. Отчеты правозащитников, включая доклад Государственного департамента США за 2023 год, который актуален и для текущей ситуации, подчеркивает хронические проблемы в украинских СИЗО: отсутствие надлежащего отопления, плесень, сырость и переполненность, что создает риски для жизни и здоровья заключенных. Мусихина в своем эфире утверждает, что температура в камере Зинченко выше 7 градусов Цельсия. Однако она не уточняет, какая именно эта температура, и не подтверждает документально или свидетельскими показаниями то, что соответствует ли эта температура норме в 18 градусов и не ниже. Расплывчатые заявления Мусихиной без доказательств против моих данных, которые основаны на жалобах от заинтересованных сторон и общих отчетах о системных нарушениях в пенитенциарной системе, не выдерживают критики. Если температура в камере действительно не дотягивает до нормы, это может квалифицироваться как бесчеловечное условие. И я поэтому призывал и призываю к независимой проверке этих условий, например, через омбудсмена или международных наблюдателей. Кстати, против таких проверок активно выступает, непонятно почему, Мусихина и ее группа, ссылаясь на мнение мамы Вячеслава Зинченко Елены. Неужели маме Вячеслава Зинченко, Мусихиной из группы поддержки, неинтересно, какова температура в камере Зинченко? Ведь они же себя позиционируют как группа защиты интересов Зинченко. И вот это, конечно же, непонятно, почему они так активно против того, что я обращаюсь в международные правозащитные организации. Отдельно остановлюсь на обвинениях в том, что я якобы распространяю брехню о возражениях против обращений в международные правозащитные организации. Мусихина отрицает свои слова, ссылаясь на то, что возражения якобы шли не от нее, а от матери Вячеслава Елены Зинченко. Но факты говорят обратное. Именно Мусихина в нашей переписке требовала отозвать мои обращения в такие организации, как Amnesty International, Хельсинский союз по правам человека и Красный Крест. У меня сохранены скриншоты этой переписки, я готов их предоставить в случае необходимости в суде или для публичной проверки. Мои действия всегда были направлены на защиту прав Вячеслава. Я инициировал эти обращения, чтобы привлечь внимание к возможным нарушениям в деле, включая условия содержания и процессуальные аспекты. Это не хайп или зарабатывание, как меня обвиняли, а профессиональная обязанность
юриста и любого честного человека. Я не собираю донаты как плату за свои обращения. Я не ищу дополнительного внимания. Моя цель – помочь человеку, который, по моему убеждению, заслуживает, как и любой другой человек, справедливого суда и соответствующих условий содержания в СИЗО. Кроме того, группа Мусихиной усиленно агитирует за сбор донатов на карту мамы Вячеслава Зинченко, Елены Зинченко. В эфире Мусихиной в ТикТоке неоднократно звучат призывы перечислять средства именно на ее счет для покрытия расходов на экспертизы, адвокатов и нужды Славика. Однако отчетов об использовании этих средств мать Зинченко не публикует, что вызывает вопросы о прозрачности. Мусихина и ее группа утверждают без каких-либо доказательств, что ни одной копейки они не получили от мамы Зинченко, но при этом продолжают активно продвигать сборы. Это выглядит подозрительно, особенно в контексте отсутствия видимого прогресса в деле. Мусихина также утверждает, что доблестные адвокаты Сулейма и Вороняк разобьют все обвинения, выдвинутые против Зинченко. Но, друзья, пока видно только что адвокаты только доблестно пропускают заседание суда, из-за чего уже 2 месяца суды переносятся. Это пока пустые обещания, которые ни на чем не основаны, причем им сопутствует утверждение Елены Зинченко о том, что средства тратятся на какие-то экспертизы, но без деталей и подтверждений. В целом эфир Мусихиной выглядит абсолютно неинформативным, причем они в нем рассказывают о том, что они ездят во Львов, о том, что настроение и здоровье Вячеслава в норме, это при том, что он сидит в СИЗО уже 2-й год, о том, что их группу Мусихиной во Львове поддерживают местные жители, Мусихина обещает, что адвокаты покажут прокурорам Кузькину мать. Такие заявления более похожи на эмоциональную поддержку, чем на реальные действия и обновления по делу, и не добавляют ясности в ситуацию. Все эти нападки в эфире Мусихиной от обвинений во лжи и неадекватности до грубых оскорблений вроде недоистоты или грязного хейтера – это не конструктивная критика, а попытка дискредитировать меня лично. Как юрист я вижу здесь признаки клеветы и оскорбления чести и достоинства, ответственность за которое предусмотрена Гражданским кодексом Украины. Я не злюсь и не мщу. После прекращения общения я просто продолжаю свою работу. Но если такие атаки продолжатся, я оставляю за собой право обратиться в суд за опровержением и компенсацией морального вреда. Давайте помнить, дело Вячеслава – это не поле для личных разборок, а вопрос о правах человека в условиях войны. Суд перенесен на 5 марта 2026 года. Адвокаты Игорь Сулейма и Владимир Вороняк продолжают работу. Я призываю всех поддерживать мой YouTube-канал и проверять информацию о том, куда тратятся деньги, которые донаторы перечисляют на счет мамы Зинченко Елены, и не поддаваться эмоциям.
И давайте объединим усилия для справедливости. Если у вас есть вопросы или дополнительные факты, пишите в комментариях, я открыт для диалога. Спасибо за внимание, берегите себя и своих близких. Следите за моими эфирами, я объективно освещаю дело об убийстве Фарион. С уважением к вам, юрист Валерий Табаков. До новых встреч!